Hamatix Dongle G4K. Вот такой вот интересный экземплярчик. С вот таким вот интересным пультом. Это Google пульт с управлением инфракрасным еще и дополнительных устройств по типу телевизоров, ресиверов, звуковых панелей, конечно же. Ну, в общем-то, с сертификацией Netflix, с сертификацией DRM L1 для разных стриминговых сервисов, конечно же, с Dolby Atmos и HDR10 и 10+. Так вот, такое вот чудо на канале Технозон с обзором. Поехали! Вообще интересен вот этот вот донгл тем, что попытались реализовать вот действительно классные вещи. И что самое интересное, бросается в глаза вот этот вот LAN RJ45. Это очень хорошо, правда на 100 мегабит, но все равно. При том, что здесь еще и неплохо работающий Wi-Fi 5 ГГц. И даже 2.4 здесь классно работающий. И бросается вот этот вот USB Type-C, который я вообще не понял для чего он, потому что завести его нормально на дата-трансфер я так и не смог. Есть у нас там еще разъемчики microSD, вернее micro-USB и кнопка сброса. В принципе, все хорошо. Дальше увидите на распаковке комплектность, блок питания и все остальное. Спокойно он у меня работал от кабеля USB телевизора через USB 3 порт, правда, который давал до 0,9 ампер. Спокойно отрабатывал, тут как бы вопросов нет. Ну а вообще, перед тем как мы пойдем дальше, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, и ссылка на проверенных продавцов лежит в описании под видео. А мы на страничке продавца. На данном случае это Play TV, на текущий момент 63,99 он стоит, из Китая. И у нас, смотрите, сразу они там пишут много всего прикольного. И да, это Google TV. Вы видите здесь Google TV с поддержкой AV01, с поддержкой Netflix, Google, YouTube, Prime Video. Ну, как они там пишут. Хотя они здесь пишут 8 гигабайт eMMC, ребят. Это 32-гигабайтная версия. Это обновленная версия. То есть то, что здесь написано 8 гигов, не верим, я вам конкретно сейчас даю ссылку на 32-гиговую обновленную версию. Это просто классная вещь. Почему? Потому что скажем так, такая конфигурация памяти позволяет организовать, ну, например, поставить больше приложений и, допустим, в случае матрикса организовать кэш именно во встроенном хранилище. И у вас вообще отпадают любые моменты, потому что воспроизводит он все достаточно хорошо. Здесь процессор AMD Logic S905Y4, на Mali G31 ускорителя. Вот, видите, они здесь же пишут 2/32. Действительно работает HDR, при этом HDR адаптивный, что очень удивительно в свете последних событий с некоторыми микулами, которые там со своими там моментами каких-то неправильной реализации HDR уже достали. Dolby Atmos подтверждаем, но DTS мы так и не получили. Но они тут пишут игры какие-то там, честно, на 2 гигах играть это уже какой-то нонсенс. И поэтому мы как бы не смогли. А вот USB Type-C, то они пишут USB-C. Я не смог через USB-C завести ни через вот такие переходники флешки, ни вот такие вот югриновские адаптеры под SSD, ни даже обыкновенный диск 3.5 через переходник обыкновенный, через SATA конвертер с дополнительным даже питанием. Ну не смог. Если у кого-то заработало, скажите как, у меня что-то не получилось. LPDDR4 стоит, Wi-Fi 5, Bluetooth 5. И все, в принципе, очень даже неплохо у нас работает. И мы сейчас будем переходить уже с вами на распаковочку. Это немного чего приводят. Мы сразу переходим на распаковку и уже выводы сделаем прямо там в обзоре. Все, перешли. Ну вот и Dongle G4K на Google TV. Hamatix. Давайте посмотрим, что у нас здесь пишут. Chromecast, ну понятно, домашний кинотеатр. Так, интересно, давайте вскроем, посмотрим. Сертификат. Это чистый сертификат, что мне очень-очень нравится. Так, инструкция. Нафиг сам по себе донгл, знаете, что он мне напоминает? Он мне напоминает фирменный Chromecast. Что тут за дырочка? Это микрофон? Не знаю. Type-C. Пластик какой-то такой интересный. Type-C с ланом. Да ладно. Да ладно. Донгл с ланом. Кнопка сброса. И питание DC 5 вольт. Слушайте, USB. USB Type-C есть. Есть LAN и есть еще и питание отдельно. Да ладно. Вот это топ, я вам говорю. Google пульт, кстати, стандартный. Есть у нас кабель
USB, на мини-USB и блок питания 5 вольт, 1 ампер, 5 ватт. Включаем, прям заинтересовался. И идем тестировать. Google TV, кто бы ожидал. Короче, интерфейс стандартный Google TV, само собой, с каналами рекомендаций, которыми вообще никак нельзя управлять. То есть вы не можете их двигать, вы можете там чего-то просто удалить приложение, исчезнет канал рекомендаций. Сами по себе каналы рекомендаций, к сожалению, не настраиваемые. Есть голосовой поиск, но вот у меня сейчас уверенность, что он не будет работать глобально во всех приложениях. Давайте попробуем. Фильм Черкассы. То есть у нас будет выдавать, скорее всего, ну да, у нас выдает вот этот вот момент того, где можно покупать. Но это уже скоро на всех Android TV устройствах будет таким образом работать, поэтому чтобы вы сильно не расстраивались. Так будет скоро у всех. Top Gun Maverick, это тупо интеграция с Google сервисами. Но внутри приложений голосовой поиск будет работать. Например, там, если зайти в YouTube, вот просто в YouTube и не заходить там в голосовой поиск, в раздел, а нажать и произнести там «Дикая река 4К», то это будет работать именно внутри самого приложения. Ну, это, знаете, со временем оптимизируются все приложения, которые будут под Google TV писаться. То есть вы видели, да, я сказал «Дикая река», и сразу начал воспроизводиться этот ролик, потому что есть точное совпадение. То есть и это, вот видите, в результатах поиска вы сразу можете вывести. То есть тут вот с этим, конечно, Google TV мне нравится, но не все пока приложения на это, скажем так, отреагировали и такую фишку в себя ввели. Если уж мы с вами сразу в YouTube попали, то в YouTube у нас есть определенный момент. В стандартном вот этом приложении YouTube ATV все работает идеально. Давайте выведем настройки и статистику для сисадминов. Давайте вот сейчас мы выведем, качество выберем 2К 60, вернее 2160p 60 Гц. Тут как бы вообще вопросов нет. У нас ни дропов, ничего нет. Все отлично работает. HDR на самом TV-боксе работает, потому как мы спокойно, вот вы сейчас можете наблюдать, мы запускаем Netflix. И, кстати, здесь есть сертификация Netflix. Само собой, здесь нет Dolby Vision, но есть у нас, скажем так, сертификация HDR 10+, и есть Dolby Atmos. То есть мы с вами запускаем какой-то сериал. У меня на ТВ-боксе вы видите, что он просто начал воспроизводиться. Вот вы видите видео, где он воспроизводится в 4К HDR с Dolby Atmos. Тут как бы вопросов-то нет у меня к этому всему процессу. Сертификация Netflix есть. Мы с вами уже такой вперемешечку пошли. И если уж говорить про HDR, то HDR здесь адаптивный. Это огромный плюс. Мы сейчас с вами идем в настройки экрана. И если вы подключаете его к SDR, то вот мы видим, у нас в SDR варианте подключения есть только SDR динамический диапазон и цветовой формат соответствующий, и разрешение у нас от 4К до 480p он держит спокойно. А вот при подключении к Dolby Vision телевизору со всеми стандартами он видит и HDR, и вы можете включить HDR адаптивный. Это огромный плюс, то есть здесь нет с этим проблем, поэтому мы должны это понимать. Также мы проверили HDR работу в SmartTube Next. Это сторонний YouTube клиент, который позволяет нам выбирать даже различные форматы. То есть мы можем с вами включить видеоформат. Он сейчас воспроизводит AV01 кодек, и при переключении HDR и SDR, ну то, что мы уже видели с вами, 0 дропов, он 4К 60 FPS тягает спокойно, и AV01 он в том числе тягает тоже вообще абсолютно без каких-либо проблем, при этом HDR срабатывает отлично. То есть тут вопрос в реализации самого вот этого вот YouTube клиента под Google TV. К YouTube у нас вопросов нет. Если клацнуть 2 раза на домик, у нас появляется меню последних приложений, то есть мы можем этим управлять, есть панель управления, Netflix, то есть Hamatix в этом плане поработал, кстати, за это им огромное спасибо. У меня здесь очень много разных приложений, оказывается, открыто, и хотелось бы их позакрывать, уж очень много я чего-то тут наклацал. Если уж говорить о системных характеристиках данного ТВ-бокса, то это знаменитый SiRo,
Robotics, производитель ТВ-боксов, и модель Dongle G4K, которую заказала у них Hamatix под брендом Hamatix. Это платформа SAI700DGH, 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта хранилища. Не совсем стандартный способ такой реализации формулы памяти, обычно 2 на 8, 2 на 16, из 2 на 32, и мне это нравится. 2 гигов на самом-то деле для воспроизведения стриминговых сервисов вот так вот хватает. Здесь Logic S905Y4, 4-ядерный Cortex A35, 4 ядра по 2 ГГц. Все это работает в 32-битном режиме, 64-битный процессор на 32-битном режиме. За видеоускорение у нас отвечает Mali G31, и сеточка у нас там есть Connect 866 мегабит, обязательно проверим. 5 гигагерцовый Wi-Fi, другой еще у нас там LAN RJ45 есть. Доступа к температуре нет, и кодеки у нас абсолютно все стандартные. По пространственному звуку хочется отметить, что при подключении ТВ-бокса к ресиверу у нас весь звук вывалился в Dolby Digital Plus, то есть абсолютно весь ТВ-бокс Dolby Digital Plus, и Dolby Atmos идет тоже через Dolby Digital Plus, вы должны это понимать. Проверять особо нечего, то есть у нас просто ресивер в Dolby Digital Plus. Реализация DTS мы не получили ни при каком раскладе, мы сколько не пытались, но есть такой вариант, что при использовании медиаплеера Vimo, давайте я покажу вам этот момент. В Vimo медиаплеере есть возможность проигрывать Dolby Audio контент, вернее DTS контент в Dolby Audio. То есть если мы пойдем с вами в аудио, у нас есть конвертировать из, допустим, DTS HD или DTS, да, мы можем конвертировать в EIC3, это в Dolby Digital Plus. Вы спокойно это можете просто-напросто конвертировать, и с DTS у нас проблем-то нет. Как в принципе с тестом скорости сети. Подключен он сейчас, кстати, к роутеру Xiaomi BE3600, это Wi-Fi 7 роутер. Вот, пожалуйста, у нас внизу скорость Wi-Fi 250, 270, 300 мегабит. В самом низу он за мной, наверное, да, закрывается. 315, ну, на 100, нет, даже больше, мы сейчас смотрим. Ну, дело в том, что это сам по себе аналитик. Мы сейчас отошли от спид-теста, как бы нас на отдачу не сильно волнует. Если больше 100, это уже шикарно, нас волнует на прием. То есть 315 это просто отличный результат. Подключаем LAN RJ45, очень интересно, кстати, как LAN RJ45 у нас отреагирует. Все, Ethernet у нас подключился, давайте пробовать. Стартанули через Ethernet. Ну, это Public IP у нас предупреждение выдает, это не страшно. И скорость 100 мегабит. У нас чистый 100 мегабит, здесь LAN. Но это лучше, чем его отсутствие. Соточка, как и должно быть. Давайте мы сейчас еще 2.4 подключим, для того, чтобы протестировать 2.4 ГГц. Тестируем 2.4 ГГц, 69 на 56. Жень, классная скорость. Реально, это вот очень хорошая скорость по 2.4. Тут как бы вопросов нет. Сейчас переведем его на 5 ГГц, будем тестировать на максимально возможном подключении. По Wi-Fi тут как бы очень даже все неплохо. Удобно работать с переключением, то есть по двойному нажатию на кнопку домик, очень удобно работать. Если пойти в сами настройки, то тут можно обратить еще на одну штуку. Это у нас в принципе можно выбрать на кнопку вот эту вот App. У нас здесь есть кнопка App, и выбрать, какое мы будем запускать приложение. Например, так как в Google Play обычно нет доступа, именно в Google TV обычно нет доступа к Google Play, то в принципе вот эта кнопка App очень хорошо отвечает. Теперь вот эта кнопка App у нас теперь отвечает за запуск, грубо говоря, Google Play. Вот это удобно сделали вообще. Google Play здесь само собой самый обыкновенный Android TV. Очень удобно во взаимодействии со смартфоном, он сразу видит, скажем так, устройство рядом. Мы можем включить его, связать с нашим смартфоном через приложение Google TV, и у нас будут связаны, видите, устройство Pixel 8 Pro подключено. И у нас есть и вот этот вот пульт, который здесь есть, и транслировать, само собой, мы сразу же можем. Ну, давайте мы сейчас зайдем, выберем какой-нибудь мой ролик. Я сейчас на смартфоне, вам этого даже видеть не нужно для начала. То есть мы просто нажимаем транслировать, нажимаем боковая, ну, меня отнесен, короче, в боковую дверь, и трансляция сразу же идет. То есть здесь полная сертификация с поддержкой Google Chromecast. То есть он сейчас, по идее, должен включить, вот, включает.
Что мы включили? Ролик «Какой топ игровая сборка». Все, пожалуйста. Там мы делали обзор сборки от Евангелион. Поэтому тут как бы... Давайте закроем проигрыватель. И у нас трансляция прекратится. Все, супер. Поэтому тоже у нас вопросов нет. Как мы видим, у нас установлен Matrix, и через это устройство мы могли проиграть максимально допустимые размеры при условии наличия раздающих. На текущий момент очень тяжело найти огромное количество раздающих. Мы показывать этого не имеем права. К сожалению, очень сильно ругается YouTube вообще за Matrix как таковой, как и за TeamStaller, в принципе. Поэтому все это у нас сейчас скрыто, и мы не можем показать. Но проблем с этим проигрыванием нет, особенно после того, как если у кого-то, допустим, Matrix как-то не так работает, то ставим кэш на внутреннюю память, там где 32, и все отлично просто заводится, ничего не падает, все хорошо. Так же, как и с IPTV, в принципе, вот сейчас мы видим IPTV, я могу его переключать на другие каналы. Вот у нас кнопки Channels, а ну пробуем. Все, смотрите, быстренько, отлично. Это переключается. Ну, давайте пробуем. Вот в очень быстром варианте переключения, то есть мы ничего сейчас не монтируем, ничего не перезагружаем, ничего не вырезаем, все просто-напросто переключается очень-очень быстро. Смотрите, все суперово. Что еще позволяет данный бокс? Конечно же, просмотр фильмов с различных сервисов. Это все-таки у нас сертифицированный ТВ-бокс, есть DRM L1. Вот мы включили фильм, это фильм на Мегуго. Тут как бы, знаете, такой Мегуго бокс так вообще будет идеальный. Но если вы подумали, что данный ТВ-бокс, данный ТВ-донгл идеален, то вы глубоко ошибаетесь. Наличие вот этого вот долбанного USB Type-C, от которому я обрадовался, никак мне не помогло. Я дело в том, что пытался подключить свой SSD-диск через Type-C, и вот я сейчас его включаю, я думал, питания не хватает. Вот сейчас включил его в нормальный блок питания, даже с амперажом побольше. То есть воткнул, он светится, диск светится. Он питание получает, подключается, но система никак на него не реагирует. Я подумал, что возможно там, знаете, ну раньше как мы использовали донглы различные, если мы сейчас пойдем в систему и в хранилище, он его просто не видит. Я думал, ну ладно, ситуация-то в чем? Возможно, дело в том, что не так как-то работает. Беру просто-напросто обыкновенный переходник с Type-C на Type-A и обыкновенную флешку на FAT32. То есть я включаю, я пробовал NTFS и FAT32, включаю. Переходник у нас светится, питание получает, вот все, свет идет, флешка вставлена, не работает. Я уже менял и флешки, вот я эту флешку откидываю, у меня есть флешка с индикацией, я вставляю следующую флешку, то есть он у меня через этот USB Type-C, вот так, включили флешечку, флешка нифига не пропускает. Я честно, вот для меня, возможно, сюда нужен какой-то переходник, не знаю, я пробовал и 3.5 HDD через сторонний переходник с внешним питанием, он все равно его не видит. К сожалению, я не знаю, для чего этот USB Type-C сюда придумали, но у меня он не завелся. Ребят, если вдруг у кого-то завелся, напишите, каким образом, через какие переходники, что вы делали. В моем случае эта штука не заработала. Ну, сейчас попробую туда LAN впилить, а он на LAN переходник, кстати. Сейчас посмотрим. А LAN работает, 1000 мегабит показывает питание, через этот USB Type-C LAN подключается и работает. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Ethernet он увидел, не увидел. Ну, он видит Connect, сам по себе Ethernet питание дает, но я не знаю, как вам показать, к сожалению, но ничего не происходит. То есть какой-то USB, я лазил в разработчиках, то есть если кто-то напишет, что как, допустим, в Mi Box проблема, что включен режим отладки, то нет, отладка по USB отключена, поэтому чего здесь ему необходимо, не знаю. В конфигурации USB я пробовал выставлять различные режимы. Короче, пока что с USB я не разобрался, это я вам должен сказать. Для меня этот стик получился пока что только сугубо стриминговый, то есть для просмотра онлайн каких-то моментов. Конечно же, 2 гигабайта оперативной памяти нам маловато для того, чтобы поиграть, поэтому игровую его производительность я оценивать не буду, это нам не интересно, мы здесь конкретно делаем упор на его
вот эти моменты ну, не моменты, а моменты использования в качестве именно ТВ-стика. Что еще хочется отметить? У нас работает с вами, сейчас я вам покажу такую классную вещь. Так, выйдем. У нас работает с вами в пультах и аксессуарах управление, то есть мы можем с вами настроить управление вот этим Google пультом дополнительных каких-то устройств, например, через инфракрасный порт мы можем с вами выбрать какой-нибудь телевизор, например, это будет там телевизор LG, и здесь уже мы настраиваем отдельно кнопки, питание, источник сигнала и громкость, то есть это то, чем он сможет управлять, и сможет он управлять не только телевизором, он сможет управлять либо саундбаром еще и аудио-видеоресивером. Это очень хорошая штука, AV-ресивером для звука, допустим, управления сторонними устройствами. Больше мне здесь вам действительно показать нечего. По мультимедиа зачет, для тех, кому, например, не хватает отчета по DRM, ну давайте я еще покажу вам DRM, ну, внутри приложения. DRM. Голосовой поиск работает. DRM Info мы с вами установим и откроем. Автофреймрейт реализуется через TV Quick Action. TV Quick Action тут работает, поэтому очень-очень полезная штука. Советую. Смотрим у нас информацию по DRM Info. И здесь мы видим с вами, кстати, DTS даже в аппаратных декодерах нет. То есть есть Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Atmos, само собой, через Dolby Digital Plus, а DTS нет. Поэтому, ну, тут как бы изначально мы понимаем, что его и быть не может. И, смотрите, ClearK DRM есть у нас, есть Widevine L1. Security Widevine L1 и Play Microsoft. В целом, мне очень понравился этот TV-стик. Я прямо сейчас вам делаю выводы. Я его рекомендую за его деньги. Да, это получился один из топовых стиков, я считаю, для HDR телевизора. Само собой, здесь нет Dolby Vision, само собой, здесь нет там каких-то моментов взаимодействия с этим сторонними, допустим, устройствами. А знаете, что мы можем попробовать? Мы с вами можем попробовать его через OTG кабель подключить. Есть у нас вот такое вот чудо OTG на на микро USB. Сейчас мы передернем, не знаю, что мы там передернем, но питание мы уже на него подали. И сейчас попробую к нему подключить еще раз флешку либо SSD. Вот через этот USB, который мы получили. Как интересно, подключили. Подключаем наш SSD-шник. А ну-ка, через OTG. Воткнули, но питание он видит. Сейчас посмотрим, сможет ли он через OTG подняться. Вот это вот поднимается практически на всех ТВ-боксах, которые у меня есть. Вот этот мой любимый. Нет, не видит он его. Не видит. Вот не видит. Я сейчас попробую простую флешку туда воткнуть, но у меня прям нонсенс. Он не работает с сторонними хранилищами. Не знаю почему. У кого как это дело происходит. Google TV, неужели вы ограничили? Вот я флешку воткнул. Нету, ребят, нету. Как бы мы ни боролись, ни на Type-C, никуда не хочет. Ребят, рекомендую именно в качестве стриминг-стика, без дополнительных каких-то ожиданий в плане воспроизведения из сторонних источников и тому подобного. Ну а в целом, с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.